Привет, домовята, я штукенция. Я себе купила чайник электрический с выбором температуры. Вот такой чайник. Мне так понравилась реклама, которую они написали. Души в вас не чаю. Такая, забавная, мне кажется, реклама. Вот, короче, вот такая модель. Сейчас мы с вами посмотрим, хороший или нет. Рассмотрим с пристрастием, потому что я очень пристрастный покупатель. Здесь написано сбоку про этот чайник. С этой стороны все то же самое написано. И вот с этой стороны написано его характеристики. Это маленький чайник, в смысле не самый крупный чайник, на 1 литр, на не самую большую семью, там на двоих, на троих, вот так, я думаю, достаточно. Вот, что тут еще снизу вот написано. Написано, кто произвел. Сделано в Ningbo Yux Electric Appliances. Короче, в Китае. Китайский чайник. И... я думаю, теперь мы можем его вскрыть и посмотреть, что внутри нас ждет. Этот чайник не самый дешевый и не самый дорогой. У него такая средняя, можно сказать, ценовой сегмент. Сколько-то он стоил, по-моему, 3400 рублей, да? Ой, смотрите. Господи, магнитик. Знает, чем подкупить котов. Китфорд approves. И кита положили. Блин, ну так мило, мне понравилось, не знаю. Люблю такие всякие маленькие штучки. Короче, это кит. Здесь какая-то инструкция, которую мы, конечно же, читать не будем. Кто читает инструкции к чайнику? Никто. Так, здесь идет вот такая вот мягкая упаковка. Выглядит довольно увесисто. Я первый раз вижу, что в чайнике была мягкая упаковка. Мило. Кстати, тебе этот чайник дали на обзор, подарили? А так можно было? Дайте мне что-нибудь на обзор вообще. Нет, я буду честно, сама его купила, в интернете заказала себе на дачу, потому что мерзну очень сильно. И сейчас вот буду его тестировать по-честному. Каждую маленькую деталь проверю. Потому что мне его никто бесплатно не прислал. Вот, а могли бы прислать. Я бы сказала, что он самый лучший на земле. Так. Короче, вот такая вот сбоку еще какая-то мягенькая штучка, что очень миленько. Мягенькая? Мягенькая. Что-то, как я украинка, да, стала говорить? Как белоруска. Как белоруска. О, и снизу еще одна мягенькая штучка, смотрите. Или украинка. Да, напишите в комментариях, как кто. Вот, но это мило, смотрите, упакован он хорошо, то есть качественно упакован, супер. Теперь... чайник, смотрите, он каждый в пакетичке. Небольшой такой. Он маленький. Ну, экономично, зато меньше электричества тратишь. Литр воды. Я, кстати, когда его выбирала, я специально выбирала такого размера. Почему? Потому что я подумала, если ты кипятишь много воды, она быстро остывает. Это нерационально. Нужно вскипятить и сразу выпить. Вот. Железная эта штука? Покажи. Ну, фиг что там знает. написано? Похоже на железную, но я не знаю. Покажи, Ты разбираешься в этом? Да, стальная. Да, стальная. Хорошо сделано, слушай. Ничего. Да, сделано, кстати, вообще А сзади симпатично. как что там? Покажи сзади. Так, вот сзади прям по-русски написано чайник. Хорошо локализованный, в конце концов, чайник. Вот модель. Рохс. Ну, сделано, кстати, смотрите, неплохо. Ножки у него есть такие мягенькие снизу, чтобы он не скользил. Здесь провод. Провод короткий, как обычно у чайников у всех. Почему нельзя сделать длинный провод у чайников? Вот это вот я не понимаю. Ну ладно, короткий провод. Доставай этот. Вот, и, собственно, сам чайник. Ну, он не такой уж короткий, на самом деле. Ну, обычный. Давай его покажи. Давай. Мне кажется, он довольно-таки длинный, на самом деле. По сравнению с некоторыми другими моделями, которые я видел. Тут метра, наверное, есть. Сейчас посмотрим. Давай проверим его длину. Ну, метр тут есть точно. То есть, длинные ручки. Ну, я видел вот такие вот бывают. Совсем 20. маленький. Ну, вот такой вот провод. Ну, это метровый хороший провод. По моим меркам он короткий, ну ладно. Нет, это очень хороший. Включим его, наверное, проверим, работает, нет? Надеюсь, ничего не взорвется у нас. Оп, стойте. Я втыкнула. Что, тыкнула? Да, нормально. Что-то запикало, да? А давай эту посмотрим штуку. Давай посмотрим Как эту. он? Вот в этой штуке мне, знаете, все нравится. Все нравится. Так вот, с виду. Ну. Он очень металлический, стильный.
Здесь стекло. Крути его. Ручка пластиковая. Металл, стекло, кроме ручки. Металл, стекло, да, кроме ручки. Так, посмотрим, что там у него внутри. А сзади что написано? Да, посмотри. Вот у него что снизу. Поверни. Вот так. Угу. Он производит впечатление довольно прочного. У нас дома чайник. Не шевели. У нас дома такой чайник, помнишь, из профессиональной серии мы покупали. У нас тоже есть на него обзор. Что фокус съезжает. Во. Угу. Я буду с ним сравнивать. У нас, по-моему, дома как Panasonic или как забыл. Короче, я ссылку поставлю. Открой такой его. Как профессиональный чайник. Поэтому... Оп. Как он открывается? Кнопкой? Да. Ага. А внутри что? Внутри... Прокладка резиновая есть, чтобы лучше крепче скрывалась. еще внутри такая сеточка. Смотрите, сейчас я вам покажу. Вот отсюда видно. Не знаю, как это снять. Вот такая вот в носике, короче, металлическая Да сетка. вот отсюда. Ага. Вот туда идет. Не очень мне это нравится, честно. Она скоро, мне кажется, Да ладно, это хорошо. насядет, Чтобы ты случайно кусок стекла не выпила или какой-нибудь гвоздь. Это правильно. Да, ну ладно. Ну просто как-то... Ну что, давай нальем, вскипятим, Мне попробуем. кажется, она должна доставаться, эта сеточка как-то. Хотя, хрен знает. Да, она вроде бы... Вот, она снимается. Ну понятно, они все Можно её снимают. снять. Давай, вскипятим чуть. Мне не нравится единственное штырек какой-то. Видите, там торчит штырек, но это температурный штырь, который меряет температуру. Вот. Тоже странно выглядит, но в целом окей. Дай я посмотрю его. Посмотри. Видишь? Сейчас заснимем. Штырь. Ага, какая-то Это штучка. температурный штырь. Он Кстати, раз вижу нажимается такую вообще или штучку. Просто железка такая торчит, и все, ничего Это, страшного. мне ну, кажется. он меряет. Наверное. Окей. Запах. Присутствует легкий запах пластмассы такой новый. Ну, как вот, знаете, открываешь что-нибудь такое. Легкий, да, не сильный. Легкий. Давай Совсем легкий. вскипятим, посмотрим, как оно. Так, давай посмотрим, как он сначала стоит на этой штуке, красиво или нет. Как? Ну, вообще он красивый, на самом Он деле. красивый. Очень. Мне очень нравится его Он даже дизайн. красивее, чем наш, который Мгм. Philips. И Дизайн он у него какой-то небольшой, очень миленький. хороший. Не, классно. Давай вскипятим. И здесь, смотрите, сейчас я вам еще покажу. Здесь есть режимы поддержания температуры. Первый режим. Это когда ты его уже вскипятил, ты можешь поддерживать эту же температуру. И он ее держит, по-моему, в течение нескольких часов. 40 градусов можно вскипятить, Это что то, очень что круто. мы ради чего этого мы купили. Потому что мы вообще не пьем горячее. Да, у нас дома, кстати, начинается, по-моему, с 60. Здесь Мгм. потом следующий идет 70, потом 90, 100, и вот это я не знаю, что выключить, наверное, просто. Включить, Все да. режимы выключить. Сначала выбираешь температуру, потом нажимаешь включить. включить. Ну, сейчас проверим. Давайте сделаем пробное кипячение чайника, посмотрим, как долго он вскипает. Пить эту воду мы не будем, потому что это тест. Ну, помыть чайник. Полностью кипятим. До отметки, да? Да, 1 литр. Мы вскипятим и выльем, ну, чтобы почистить чайник. Так, давайте засекать время. Покажи отметку. Где она? Ага. Вот, Ну, литр. отлично. Смотрите, Ты сколько инструкцию он не будет будешь вскипать. смотреть? Да нет, конечно. Нет, ну и как ты неправильно делаешь. Почему надо... Сначала выставляешь температуру, Ну давай. Я думала включить. У нас сначала 100. включить надо. и потом уже включить. Так всегда, у нас тоже так. Все. Ну Слушай, ты какая умный. красивая подсветка снизу. Офигеть. Слушай, а выключи, свет убери занавеской. Мгм. Слушай, как он красиво. шуршит. Космический чайник, а? Вообще крутой такой. Не, вообще за 3000 это круто. За 3400, по-моему. Да, ничего. Ну, у нас, наш чайник, он сейчас, наверное, стоит 8, я думаю. Ну, новый. когда мы его покупали, он стоил, по-моему, 5, 7, наверное. Я не 6. знаю. Просто сейчас курс тоже уже не помню. Ну, это, конечно, очень прикольный чайник. Ну, он начал, да, уже что-то? Ну, сейчас посмотрим. Да, Видишь, какие-то тепленький. пузырьки какие-то появились. Уже тепленький. Да. Интересно, сколько он будет скипать до 100 градусов. А мы сейчас вот можем ну, ты проверить. держи, Я да, держу. не выключай камеру. По дизайну он реально хорошо списывается, даже вот за счет того, что это металл, он прочный. И мне кажется, знаешь, вот 1 литр, вот типичная история, у людей обычно чайники 2,5 литра, ну, такие Мгм. классические чайники. Даже могу показать, вот такой чайник у нас есть. Но это на плите, который. Да, я не знаю, насколько он, но это такой, мне кажется, Ну, более-менее универсальный. Хотя, Ну, может, они, кстати, похожи, нет? Ну, не знаю, мне кажется, вот этот, который ты взяла, он 1,5 литра. Ну, в общем,
всегда остается вода, и она потом все время остывает. Ну, если очень Ну да. большой чайник. Слушай, какой космос? Это не чайник, это космос. Так красиво. Ага. Первый раз вижу чайник с подсветкой. Да, я тоже. кстати, Столько не радости. видел. Классно вообще. Как будто Новый год наступил. Блин, мне нравится. Да, слушай, не зря. А убери этот чайник, Да, а? это... Мы его купили себе на второй этаж. На первом этаже у нас есть для кипячения на плите, а вот на втором этаже, чтобы все время не ходить, мы купили этот, чтобы подогревать воду. Слушай, он довольно тихо вскипает. Как тебе? Совершенно не шумный. Ну так, да, наверное, бывает шумнее. Как обычно. Послушать людям звук. Сейчас вплотную. Да, 20 сантиметров. Сейчас мы слушаем. Это вплотную. Это полметра. Это метр. Пара с него даже туда не идет. Это Прямо? 2 метра до него сейчас. Вот так. Это фишай сейчас у нас камера. Ну, типа 2,5, наверное. В принципе, он вообще не очень шумный, да. Бывает шумнее сильно. Ну, красивый. Интересно, он сам выключится, когда вскипит? Давай посмотрим. Не догадается? Даже чайники за 500 рублей догадаются выключиться сразу сами. Ау, горячий. Пошел пар. Ну, вообще должен уже выключаться он. Ну все, ждем. Ждем, пока он должен выключиться. Он затрясся. Все, выключился. Ну, в общем, Немножко он долго кипит. долговато кипит, да. Да. Ну, видишь, в принципе, выключается. Но зато, знаешь, прокипятил воду, чтобы она уж была точно кипяченая. И смотри, пузырики идут от этого, от штрика. Прикольно. Ну, нормально. Мгм. Крещение огнем прошел. Мгм. Ну, вроде сработало, да, все? Да. Пара не было прям так слишком много, но... Единственное, да, он выключается долговато. Я привыкла, что наш чайник, он быстрее выключается. Он только прям вскипает и сразу же отрубается. Это потому, что мы его не ставим на кипячение. Не, он нормально Может быть. выключается, я бы сказал. Мгм. Все, он закипел и выключился. Нормально. Ну что, пойдем дальше Так, тестировать. давай. Некоторых чайников, ну, таких вот китайских, я видела по отзывам, что есть проблема с наливанием воды. Давайте попробуем налить воду из этого чайника и посмотрим, как Ну не наливается. облейся, если Ну, что. Аккуратненько. Сначала налью тихонечко. Тихонечко все наливается хорошо. Окей. Давайте попробуем резко налить. Так, опасный номер. Наливаю резко, надеюсь, не обольюсь. Ну, не очень резко, как обычно. как обычно. Как обычно. Ага, все. Ни одной капельки не протекло. Да, Да, отлично. наливается Не хорошо. выливай пока. Да. Ну что, Ну пошли что же. тестировать малый температурный режим. Интересный момент. Если вы, когда чайник горячий, уже вскипел, откроете крышку, Ну, для чего-нибудь. ну, откроете, да, и захотите ее закрыть, имейте в виду, что металлическая часть, она горячая. И здесь есть вот этот кружочек, я сразу не врубилась, зачем он нужен, но потом поняла, все остальное горячее, а пластик холодненький. Вы за него беретесь и вот так закрываете. А об остальное можно даже обжечься, потому что очень горячее. Круто. Интересная вещь, то, что вот мы сейчас вылили оттуда воду, и мы видим, собирается конденсат. Это что значит? Это значит, что крышка очень плотно прилегает. Смотрите, я ее открываю, конденсат начинает мгновенно уходить. То есть крышка очень плотно присобачена. Это очень хорошо на самом деле. Вот. То, что у нас во всех чайниках крышка еле-еле. Попробуем сейчас вскипятить этот чайник на 40 градусов. Я налила полный по рисочке. Вот 1 литр. И давайте сделаем... Вот. 40 градусов. И теперь старт. Угу.
Посмотрим, сколько времени нам потребуется, чтобы вскипятить этот чайник до 40 градусов. Я налила холодную воду, свежую. Немножко уже закипает. При этом мигает, что значит 40 градусов, и кнопка включения. Прикольно так включается и выключается подсветка. Ну, то есть, видимо, когда он включает нагрев, включается подсветка, снижает нагрев, выключается. Наверное, что-то типа этого. Я так и не знаю, нагрелся он или нет, но видите, что он включается, выключается. Непонятно. То ли он уже нагрелся, и видите, погас, то ли он еще не нагрелся. О, вот. Несколько раз он туда-сюда помигал и, соответственно, вырубился. Получается, когда вот эта кнопочка выключилась, горит 40. Наверное, это считается, что он готов. Давайте попробуем налить эту воду, и я попью и скажу, какая температура получилась. Ну, то есть, можно ли ее просто так пить, или надо разбавить? То есть, это для тех, кто не хочет разбавлять чай. Ну, по ощущениям, она такая, в принципе, еле теплая. Не сказать, что очень теплая. Не знаю, давайте попробуем. О, пока я тут ходила за чашкой, кнопочка 40 градусов тоже погасла. Наверное, это означает, что температура готова. То есть надо подождать, пока погаснут все кнопочки. Вот, и она уже стала потеплее немножко. Давайте пробовать. Приятный чайник, ничего не могу сказать. Вот это вот панель металлическая. И сам дизайн очень хорошо выполнен. В принципе, вообще нет ощущения, что это какой-то, ну, какая-то вот дешевка или что-то такое. Нет, очень сделано прям хорошо. Давайте попробуем водичку. Вода еле теплая. Не сказать, что она горячая хоть сколько-то, но руки немного греет. При этом пить комфортно. Обычно, ну вот, медведь, он такую воду, в принципе, любит. Он такую часто пьет. Она такая прям вот совсем еле теплая. В такой воде чай не заваришь, и это не для этого сделано. Но вот чисто попить водички, чтобы она была вот не холодная, не ледяная, приятно. Вполне можно выпить чашку воды. Есть ощущение, что она вот прям температуры тела. Ну, может быть, чуть-чуть потеплее. Вот эти 40 градусов так вот и чувствуются. Интересно. Я не припомню, чтобы я когда-то пила из чайника воду примерно такой температуры. Для меня она слишком сильно похожа на комнатную. То есть, если просто оставить ее при комнатной температуре, мне кажется, например, это такая же, ну вот совсем может чуть-чуть потеплее. Себе я бы разогрела потеплее этот чайник. Ну что ж, в целом впечатление очень хорошее. Я довольна, что мы купили этот чайник. Покупайте себе такой, если вам понравился дизайн. Вот, у него какой-то, правда, странный штырек торчит из пола. Если у вас, например, жесткая вода слишком, то вокруг этого штырька 100% будет скапливаться накипь. Мы просто все время пьем воду из банок, таких 5-литровых, поэтому у нас накипи вообще не бывает. Но если у вас накипь, я бы вам не советовала такой чайник, потому что эта накипь начнет вокруг этого штырька наматываться, и я думаю, температурный режим будет немного неисправен.
Рассказывайте, какой у вас чайник прямо сейчас, почему вы смотрите это видео, вы выбираете себе чайник, думаете, покупать его или не покупать. Если у вас остались какие-либо вопросы насчет этой конкретной модели чайника, пишите в комментариях, мы с удовольствием вам ответим. До скорых встреч! Всем пока!